Konami ненавидит свою аудиторию и фанатов eFootball. И думаю, я не открою вам Америку, если скажу, что в таких людях они видят не более чем кошельки с юанями, с рублями, с лирами, с евро, с долларами, да с любой другой валютой, которую донатят в эту игру. И как бы Konami не пытались создать вот это вот положительное впечатление благодаря корпоративной этике, когда они желают приятного времяпрепровождения в своей игре, или когда они создают видимость, что они учитывают мнение фанатов, прислушиваются к их мнению. Их реальное отношение ко всему этому делу, к людям, которые связаны с их проектом, которые играют в их игру, показывает на самом деле поступки, которые Konami делают в отношении этих самых фанатов и в отношении своего же продукта. И речь идет даже не про контент, не про то, что он однообразный, скучные паки, кампании, отсутствие режимов. Нет, дело далеко не в этом, а в куда более важном. То, на что мы не так уж и часто обращаем внимание, но что на самом деле тоже очень важно, и чему Konami активно вставляет палки в колеса. И именно об этом мы сегодня и поговорим, ибо, как мне кажется, это крайне наглое и даже оскорбительное поведение со стороны студии, которой мы продолжаем нести свои деньги, и контент по чьей игре мы продолжаем делать. Суть в том, что вместе с тем, пока Konami делились новостями, отвечали на вопросы в рамках последнего eFootball Connect, эту тему они в ролике не затронули, но отдельно упомянули в качестве постов в своих соцсетях. А в частности, Konami предостерегли людей от того, чтобы те не вмешивались в их базу данных, чтобы те не выискивали информацию, которую обнародовать раньше времени не стоит. И если кто-то не понял, то речь идет о датамайнерах, которые копаются в игре, узнают сведения об игроках, которые мы увидим в понедельник, которые мы увидим, возможно, в четверг, узнают их уровни, скиллы, дизайн карточек и так далее. То есть подобное предупреждение обращено в первую очередь в сторону таких вот людей. И все бы ничего, но на подобной концепции работает и одна из самых глобальных баз по eFootball, а именно eFootball Hub, которая содержит информацию о всех имеющихся карточках, которые были в игре, которые есть в игре и которые в игре появятся. И не знаю, как вы, но лично я все это время думал, что eFootball Hub неофициально, но сотрудничает с Konami, потому что у одних из первых появлялась информация о предстоящих релизах, они репостили, они выкладывали те же самые рекламные материалы, которые буквально рекламируют наборы, карточки. Все это было в отличном качестве, то есть как будто бы этими материалами делились сами Konami, но, судя по всему, eFootball Hub никак не сотрудничают с японцами, на что также намекает инициатива команды eFootball Hub на попытку договориться и как-то этот вопрос урегулировать, если у Konami имеются к ним претензии. То есть ситуация настолько абсурдная, что как бы Konami выражает недовольство тем, что кто-то посмел залезть в базу данных, выудить оттуда информацию и преподнести ее игрокам. И более того, сделать отдельное приложение, удобное приложение, в котором можно было бы рассматривать варианты прокачки, в целом знакомиться с базой данных, пока сами разработчики ничего подобного за все это время ни разу не делали. Они не выкатили подобную утилиту, они не выкатили хоть сколько-нибудь, но похожее приложение. То есть все это время eFootball Hub это просто инициатива таких же игроков, как и мы. Или, например, вы же помните, что сказали разработчики в отношении редактора, что они не собираются его добавлять, ибо боятся за авторские права в игре. И как бы оно и так, отчасти даже можно было бы принять это к сведению, но в то же время не стоит забывать, какие возможности нам давал редактор, а именно возможности кастомизации, то есть добавлять свои логотипы, формы, прочую графику, которую можно было загрузить на консоль или же на ПК. А с появлением у нас редактора стадионов, с появлением платных форм, которые продаются там за 100, за 500 золотых монет, по сути, надобность у разработчиков в режиме редактирования, она отпала. То есть тем фактом, что они не добавляют режим редактирования, они не дают возможность людям добавить какие-то свои уникальные комплекты и играть с этими комплектами форм. Вместо этого они лучше будут продавать свои собственные формы с убогим дизайном, но за золотые монеты, с чего еще можно поиметь доход. И знаете, возможно, у меня не было бы претензий, если бы Konami продавали действительно интересные формы, ибо они сотрудничают с множеством интересных команд. С Барселоной, Юнайтедом, Арсеналом, Боруссией Дортмунд. Так и в чем проблема сделать для каждой из подобных команд
свои ретро-комплекты, учитывая, что подобная инициатива и в целом подобный опыт у них также был и в серии PES, и в серии eFootball. Во времена 23-й части в специальных паках, там со сборной Бразилии, Аргентины, там с Баварией, с Юнайтедом шли ретро-комплекты. Аргентина 2014 года, Бразилия 2000 года, там Бавария тоже ретро-форма, Юнайтед тоже старый комплект. Но в то же время какие-то особенности формы были опущены в виде тех же самых технических спонсоров или титульных спонсоров ввиду авторских прав. Но сами формы-то присутствовали. Более того, как я уже неоднократно отмечал и в каких-то отдельных роликах, и в телеграм-канале, для анонса новых карточек, для презентации карточек, Konami вечно рисуют ретро-комплекты, которые, кроме как в этих роликах, больше нигде не используются. Так и в чем проблема продавать хотя бы такие формы за золотые монеты? И проблема не в авторских правах, ибо если в случае с ними была действительно проблема именно в АП, то в таком случае Konami не могли бы использовать их даже в подобном ключе, и подобные формы они бы замазывали в фотошопе. Но нет, они присутствуют на карточках, они рисуют их для видеороликов, но в самой игре не продают. И в то же время не дают возможности людям с помощью редактора загружать какие-то свои универсальные комплекты. Ну что это, как не мразотство? Понятное дело, что люди пытаются заработать и все дела, но это уже прям какой-то совсем микроменеджмент, и это прям самые-самые минимальные транзакции, с которых Konami вряд ли хоть что-то да поимеют, ибо их основной заработок идет именно что с карточек. Вот эти вот все мелочи наподобие украшений стадиона, отдельно взятых форм за 100 монет, ну много денег им не принесут. Так почему же не дать возможность игрокам самостоятельно создавать украшения и как-то вот по-своему украшать свои стадионы? Ибо талантливых людей не только по части игры, но еще и творчества, создания форм, их отрисовки в комьюнити также присутствует очень даже много.